Ну, будем надеяться, что Тино делает это хорошо. И за сим оставляю вас на Диагона. Удачных комментирований. Да, спасибо. Надеюсь, все пройдет хорошо. Всем понравится, тебе понравится комментировать, ребятам понравится слушать и смотреть. Поэтому всем удачи, всем спасибо, всем пока. Let's see. With me today is Krunen. He will be doing commentary for me today. So yeah, if you want to introduce yourself real quick, Krunen. Sure. My name's I started running Belmont's Revenge last year, off and on, and really love this game. Lots of interesting things, lots of interesting tech. Only a little bit of RNG, heavy on the execution. Так, здесь есть в начале выбор из 4 замков. Yeah, I think so. Without further ado, we're just gonna jump Так, right into it. секундочку. If you could do a short countdown from 5, Krunen, I'm gonna try and time it. Ready. Так, Go. All right, so we're off already. начинается все с каменного замка. Christopher Belmont, that's this particular. А, нет, извините, из небесного замка. Это небесный замок. Star of this show, and just to go into a little bit of lore, his son Soleil Belmont was having a coming of age feast. But the midnight before he had. Да, ну, в принципе, вот в начале здесь нет ничего сложного. Обычный мувмент будут убиваться все враги, которые стоят неудобно. По пути поднимется топор, и, в принципе, все. Вот. Да, вот здесь подняли топор. And you'll see that for the Game Boy titles, this is kind of one of the. Вот, кстати, я говорил о рандоме. Вот эти враги, которые стреляют, вот эти вот шары, они довольно-таки рандомные, и в зависимости от того, куда они стрельнут этот шар вверх или вниз, можно уже, в принципе, было бы ресетать, если бы был выстрел некуда нужно. Ну, если бы это был не марафон. Да, вот, кстати, эти пару комнат, очень важно здесь не умереть. Здесь умереть можно, в принципе, от падения только, но очень, опять-таки, важно не умереть, потому что если вы умираете, то вы заспавнитесь примерно 5 комнат назад. Это потеря... О, хороший рандом. Да, хороший рандом, но у нее немножко не вышло, и придется все равно ждать один цикл платформ. Когда он стреляет вниз, то его можно убить и сразу перепрыгнуть и не ждать, пока... Ну, цикл не ждать. Это версия это версия со Steam Anniversary Edition, поэтому это не Game Boy. But Tim's going to be taking a lot of damage here. Christopher's going to be getting his head in gear, taking 4 damage, going through each of these gears, skipping this entire room. These snake pillars are also. Вот сейчас меняется музыка, и это значит, что скоро будет босс-файт. Ну, да, платформа Game Boy, оригинально эта игра вышла на Game Boy. Но опять-таки это Тинюэ ранит на ПК, стимовскую версию. Ну, потому что, не знаю, примерно год назад вышла Anniversary Edition, и там есть много тайтлов классических Castlevania.
А вообще, на самом деле, может быть, это эмулятор. Ну, Тинюэ ранят либо на эмуляторе, либо на ПК Anniversary Edition. Ну, если написали геймбой, то, возможно, да, это все-таки эмулятор. Но, насколько я помню, этот ран был засабмичен как ПК Anniversary Edition. And it'll also count your number of hearts, and those will come down as well. So Tin's just got rid of all of her axes. So save those frames. Да, сейчас кристальный замок, второй уровень. Next is Crystal Castle, which is definitely one of Ну, точнее, не совсем stages. It has a beautiful, второй уровень. Опять-таки здесь замки можно выбирать в любом порядке. Но ну, выбирается в спидранах этот замок вторым. And what's going to happen is that Armor Knight's going to be going off screen, but it actually has taken those 2 damage. So when Tim comes back from the right side of the screen, able to use that Flame Whip to finish him off. Also, I don't think there's any castle in this game that has bad music. It's just so good. It's just six stages of the best Castlevania soundtrack. Так, All right, we're going into извините, я немножко отлетел, подкинулся интернет. The only instance of Rising Fishman in the entire game. They did a really good job. They took one sprite and they used it for one portion of the game, and one of the one RNG parts. And now we're getting to one of another very interesting dynamic of this game, which is kind of how the boosting works. So normally in a Castlevania game or in a lot of games, you'll see that if you get boosted or get hit, you're going to get knocked back, you know, a static amount. But in this game, if you actually... А вот сейчас будет большая вот это большой канат. Здесь будет использоваться... Ну, точнее, здесь можно засейвить хп, но оно игнорируется. Ну, потому что это быстрее. Просто проигнорить шипы. Оу. Здесь была принята плохая позиция, и поэтому она словила кинжал. Получила лишний урон, но это не беда. Здесь... Уф. Здесь скипов, в принципе, никаких нет. Это... Здесь нет скипов, и в принципе не может быть, потому что платформа такая... Я не знаю, что надо было сделать, чтобы здесь были гличи. Да, опять меняется музыка, скоро будет босс. Да, кстати, в этой игре босс спавнится после того, как вы собираете сферу с последней свечи по какой-то причине. И в конце уровня, не как в классических Castlevania'х, вы не берете сферу, не поднимаете ее, а она просто улетает в небо. По какой-то причине опять. Да. Да, было 3 цикла, вместо 2 можно 2. Но это видно, что Тиню волнуется, потому что, ну, было несколько таких маленьких ошибок в течение уровня этих 2. Но это не беда. У нее довольно-таки хороший эстимейт, она по-любому сделает ниже, чем эстимейт ран. Так, и уже теперь каменный замок у нас.
now Tin's entered Rock Castle, and because she took the axe in the earlier stages in Cloud Castle, keeping the axe and getting the axe and keeping the axe is the most important thing for Monster. She was able to get rid of those mudmen and keep on moving really quickly. So there is actually Да. another Говорят, что здесь еще есть святая вода, как второй сабвепон. Обычно святая вода — это самый лучший сабвепон в игре, но в этой игре святая вода переживала сложные времена. Вот так вот. И поэтому используется топор. Properties, but it only does half the amount of damage as a whip strike. So what we end up doing is, we're just using the axe and whip most of the time. So we're going to be able to glimpse what these things coming out of the holes are. They are actually frogs. Sometimes you don't see them at all, but we just wanted to know if those get out, they can really wreak havoc, and they're very difficult to defeat. They basically have... не, вот, да, кстати, это скип. Вот, да, один. По-моему, один. So this is the first skip in the game, which was actually coded in. Not a glitch. That blew your mind, but no, there's very few glitches per se. So for this room is actually kind of interesting if for a casual playthrough. You can see those little bulbs on the top. And if you happen to break one of these candles, then the lights would go out, and those little bulbs would actually become little luminescent creatures and move around. But because this is a speed run, we can't really show that off. So we're just going to... Да, это в этой комнате, если разбивать канделябры, то будет пропадать свет. И враги, которых можно было увидеть сверху, они атаковали бы. Они атакуют только в темноте. Yeah, so Rock Castle is one of those levels where you really want to have full health in order to go through the entire thing. So normally you would be able to take a boost off of those spikes, but because Tin down 1 health, it's better to just do the 6 whip strikes and keep on going through. Ой. Yeah, you have to see our I think our third. Так, хорошо, прошла. Опять плохая позиция. Здесь можно не получать урон, но позиция была занята неправильно. Ooh, nice. So we got to see our level 3 boss, which I kind of call him Slagra version Alpha. So he's gonna lose his armor, and that sword can do a lot of damage, but there is... Так, убили босса. Here. В принципе, босс-файты здесь тоже обычные, простые, как бы это игра на геймбой. Это одна из первых игр на геймбой. Поэтому, как бы, да, здесь никаких особенных штук, в принципе, нет. Так, и сейчас будет замок растений. But this one has some dynamic backgrounds, which you don't really see in the... Не, в конце концов Дракула умер. Он... Those flowers are blooming and just like a wonderful sight to see. Он не единственный. Getting to a really fun little piece of tech. There's a lot of times where I would jump into that spike and just I did that too, trust me. And that's a nice little transition. So one of the really important things about running this game is you learn very quickly. Knowing what room comes next is going to affect what you're going to do. Здесь, если разбивать вот эти глаза, они будут взрываться и будут ломаться блоки моста.
Да, и здесь она разворачивается для того, чтобы ее задэмэджбустило в другую сторону. Вот. This is probably one other bit of RNG, which is a little bit difficult to handle, are those two bats. There's like a specific pixel that you can jump from to kill both of the bats with one axe, but most of the time, the one on the top tends to survive. So handling that very Да, well. вот здесь. Вот эти скелеты, мы их позже увидим больше. Довольно-таки неприятные. And this is what I like to call the bait and switch. Kind of going off the rope, on the ropes, spawning that skeleton and Они могут скинуть вниз. Это будет большая потеря времени. Then I think we're coming up to another new enemy type, which are these giant bats. So if you had the leather whip, or you hit it with the flame whip fireball, those big bats would become two, and those are very difficult to deal with. So going on with Опять эти медузы. Комнаты с медузами вот прям очень неприятные. Они невероятно рандомные, но здесь опять-таки есть миско, им можно отхилиться, и все не так плохо, как могло бы выглядеть. И опять-таки мост, который разбивается, если убивать глаза, потому что глаза взрываются. Вот, как здесь. So you kind of see that with the first room, and in good game design fashion, now that we kind of know what's going on, able to do that there. Grabbing our Да, в этой игре на самом деле запрятано довольно-таки много мяса, поэтому все не так плохо. Обычно в Castlevania'х там на уровень максимум одно мясо. Ну, нет, есть некоторые места, когда больше, некоторые игры, но да, в классических Castlevania'х в основном мясцом не балуют. Да, скоро босс. Belmont is spreading his stuff, moving on to the last boss of first 4 castles, and probably one of my favorite of the boss design. Здесь будет босс 2 Минотавра. Вот такие. And their hitboxes are kind of towards the top of the screen. And with that one platform in the middle. Они стреляют фаерболы и бьют вниз, но в принципе на это плевать, потому что вот вы фаерболы разбиваете и просто их добиваете топорами в основном. Все. And taking that extra damage, saving those frames for the end of screen. Also, you want to say what happens if you try to be cool after killing this boss? Because I think it happened to both of us. Yeah, so there's those spikes that are on the bottom of those 2 goat heads. So normally you'd want to go to the edge of the screen in order to, get rid of your sub-item ammo. But the truth of the matter is those spikes will deal, I think, 5 or 6 damage to you. So if you don't know about that, I'm sure there's one run you're going to lose. Да, и теперь появился настоящий замок Дракулы. И, по-моему, здесь только 2 уровня. По-моему, я не... не-не-не. Я ошибся. Хотя, в принципе, да, 2 уровня и 1 отдельный уровень для Дракулы. Да, здесь птички. Птички и жабы — это те враги, еще флиманы. Это те враги, которых вы должны бояться больше всего в Castlevania'х. I like to call them dementors. So I always keep a little bit of chocolate nearby. But death is not in this game, so I guess we need some similar light deaths to make. И, наконец-то, появляются новые враги. Я даже не знаю, как их зовут, но эти чуваки бросают маленькие косы. Они бросают их либо сверху, либо снизу. Но если они их бросают сверху, то они будут возвращаться по низу.
Если они их бросят снизу, то они будут возвращаться обратно к нему сверху. So what are we gonna do? We're gonna put spikes everywhere. Who doesn't love spikes? A lot more of these, what we saw from Rock Castle, we're really taking a lot of the things that you learned from the first 4 castles, implementing them in these later levels, and cranking up the difficulty. Решила здесь немножко сейвово сыграть. Fortunately, Tin did. You will lose one of your whip upgrades. So now Tin has just the regular whip rather than the flame whip. But luckily, there's a number of different upgrade areas throughout the level, and I think there's one coming up right here. Да, здесь поднимается последний апгрейд для кнута. Опять-таки эти неприятные скелеты. Ну и некие дэмэдж-бусты. О, кстати, вот здесь был крутое использование айфреймов. Она получила урон от вот этой змеи с башни, я не знаю. Короче, от этого врага и стояла в шипах во время фреймов неуязвимости. Saving the frames. Yeah, we're getting really close to my favorite bosses of the game. Да, и скоро будет босс. Костяная змея. Вот это, кстати, босс, который выглядит круто. But it's actually kind of difficult because we're gonna have to hit the snake off screen and also hit with the axe 2 times when it's on the left side of this for the optimal. Вот. Сейчас появится. Да, выглядит как автоскроллер, но немножко плохо было нам. Да, она немножко зафейлила. Но ничего, вот, все. Убила босса. Да, главное, что выжила. Все правильно. Now we're getting really in crux of it. We're getting to the body of the whale and getting into Dracula Castle. And I gotta say that Dracula Castle 2 might have, you know, the most redundant soundtrack, but it definitely haunts my dream. Я, конечно, не знаю, что сказать по поводу этого уровня, и, в принципе, по поводу этой игры здесь, как по мне, все очевидно. Ну, не все, но большинство вещей. Ну, последним боссом этого уровня будет сын главного героя, Кристофера Бельмонта. Кристофер Бельмонт — это, соответственно, это внук Тревора Бельмонта и дед Саймона. То есть эта игра в таймлайне находится между первой и второй, нет, третьей и первой и второй. Вот. This is another place where you could potentially go through these spikes instead of doing the 6 whip jumps. It doesn't save that much time. Здесь небольшой автоскроллер. А, или нет, это будет скип. Вот, да, я забыл. Хороший скип. And we're going to get to one more room. Let's see if she'll get the cycle.
on these on platforms. Да, она решила в марафоне не игнорить And this противников, а guy is просто also убивать их. another small aspect of RNG. They can either throw high or they can throw low. In a lot of situations, it Да, doesn't в actually марафоне matter. нужно немножко сейвово играть. I've Все gotten верно. hit by them a number of different times, expecting one pattern and getting the other. Yeah. All right, this is going to be a fun little throwback to Cloud Castle. А, вот здесь Pick it будет on first опять because it's the most difficult castle. вот эти And damage you'll бусты. see more gear boosts. So these do, as I said before, they do 4 damage, and bunch, and you know, a lot of things can go wrong in this level. Ой. Уф, опасно, опасно. Oh, man. Yeah, that is all. So Не попала в летучую мышь с помощью топора и разнервничалась немножко. Видно. Especially if you miss them the first time, because they have a random pattern and they're going diagonal. Да, ну немножко опасно, потому что... А, здесь секретка есть, окей. Здесь хилка есть? Хорошо, есть хилка. Поэтому уже не Монкэс, так сказать. Да, вот подходим к Солейлю. Надо, так сказать, уразуметь. А то он что-то потерялся немножко. Встал на сторону Дракулы. Yeah, we're in that last corridor before Soleil. Able to jump over that scythe. Get to see another some spiders. We get some more rope tricks. And gonna have one more interesting piece of tech coming up. So Tim's going to walk forward, walk back, and that's going to scroll the screen ever so slightly. А, здесь была сделана небольшая манипуляция с экраном. And then we have 2 more spitters right before the boss. And one more meat. Full health. Так, и скоро босс. Could be a shoo-in. And 7 hearts, which is also a good amount, but 12 is even better. Just being safe. Nah. Now, this is the most important button click in the game. You don't want to see anything on Soleil's text box. А, здесь будут скипаться диалоги. Уф. Потеряла несколько фреймов. Ну, с кем не бывает. Они складывают... Не совсем. У врагов есть тоже фреймы, поэтому если проджектайл ударит первым... Ну, короче, нет. Если вы бьете в мели, то нет. Это сын. Сыночек главного героя. Да, и все, последний уровень. И сейчас будет Дракула и конец игры. Короче, в Castlevania первой, которая называется Castlevania The Adventure на Game Boy, потому что есть Castlevania, первая Castlevania на NES, а есть первая Castlevania на Game Boy. И они называются Castlevania обе. Вот. А в первой части вы тоже играете за Кристофера, но вы убиваете Дракулу, но, как оказалось, не убиваете. Дракула похитил сына и обратил его в вампира, получается. Хорошо, хорошо, все.
O5 cycle. Survive. Yeah, normally I use an audio cue. Oh, time, by the way. Да, Normally I use an audio cue for the second phase. For the first забыли, two. что Yeah, it's, когда последний удар по Дракуле наносится, то это время. yeah. That was a Get nice to see. Yep. Спавн Дракулы я не уверен. Get to see one of the best Мне victory кажется, scenes in что нет. Castlevania history, probably. Хотя... Shoutouts to Burp, who gave that one its glorious name, Taking a Piss Off the Cliff with My Son. Yeah, but that was Belmont's Revenge. If we Да, have time сейчас for a little bit of a скину shoutout. ссылочки на раннера. Right. Yeah, special thanks to Grunen because he helped me a lot doing this commentary. I have a baby in the next room and I wasn't sure how it went, and he also joined Parent Percent just a few weeks ago, so it means a lot. Thanks for helping me out here. Also shoutouts to my Rolling Deep family. And Вот ссылочка на раннера. because you guys roll tremendously deep. Подписывайтесь, And, если one вам shout out нравятся to такие игры. CB4 and my 11 Она также спидранила It's really fun Супер if you Castlevania join 4 this на Castlevania as Супер somebody new and, NES. you don't get to see a toxic environment, but people who are willing to help each other and push each other's times, and yeah, kept me going. So thanks for being awesome. That's it for me. Good luck to the rest of the runners. We're rolling out.